Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми актуальными новостями Армении и Азербайджана. Вот, Ильхам Алиев сделал жесткое заявление. Мы готовы говорить с армянами Карабаха, но не с отправленным туда Москвой Варданяном. Я говорил, что сейчас там этот госминистр Варданян командует парадом. Ильхам Алиев крайне недоволен назначением его госминистром, и вот он сделал это заявление. Мы готовы говорить с живущими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как отправленный Москвой Варданян. Он отправлен с очень ясной повесткой. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема делегации во главе специальным посланником ЕС по восточному партнерству Дирком Шубелем. Мы готовы говорить, да, там пускай кто угодно будет в Карабахе, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, у которого в кармане миллиарды украденных у русского народа денег. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой дня. Мы готовы разговаривать с другими людьми, но только не с ним. Мы готовы к переговорам. Кстати, процесс уже начался. Если бы не вмешательство со стороны некоторых стран, о которых я только что упомянул, то есть извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, то я думаю, он бы мог более динамичным. Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству. Как я уже сказал, должен быть консенсус между Азербайджаном, Евросоюзом, США и Россией. То есть между теми странами и институтами, которые Азербайджан считает способным помочь в этом вопросе. Ну и вот, я говорю, все, Ильхам Алиев уже на нервах. Варданян там уже, я сегодня сделал ролик, как раз там говорит, что у них кризис в Карабахе, что у них экономическая ситуация очень напряженная. Так скоро, говорю, Лачин Ильхам Алиев им заблокирует, раз там он недоволен ситуацией, которая сложилась в Карабахе, что там командует Варданян, он им перекроет кислород экономически просто. И уже этим карабахским армянам никто не поможет. А еще последняя информация, что может наступление пойти и освобождать свои исторические территории. Так что карабахским армянам будет там не сладко, я говорю. Им придется всем в Ханкинди прятаться там и отбиваться потом. У них армия обороны, правда, там вооруженная есть. Но там спецназ Азербайджана быстро разберется, кто хозяин в Карабахе. И хочу еще такую тему затронуть. В общем, везде дорожают продукты. И в Армении, и в Азербайджане. Рост цен нереальный, я скажу. И вот последняя информация, зачитаю, что происходит в Азербайджане. Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли в октябре цены поднялись на 20% и выше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Стоимость свежих, скоропортящихся продуктов питания в сравнении с октябрем 2021 года выросли на 20%. Цена на нескоропортящие, замороженные и другие продукты поднялись на 22%. Табачные изделия тоже подорожали почти на 8%. В общем, рост цен везде растет, все растет на глазах. Я живу в Европе, тоже заходишь в магазин, глаза вот так, не понимаешь, откуда такие космические цены, беспредел полнейший, душат людей просто экономически во всех странах. И вот еще женщина заявила, это в Азербайджане, Ганира Пашаева, в Азербайджане очень дорогие лекарства и авиабилеты. Вот на фотографии Ганира Пашаева, вот что она заявила. Лекарства в Азербайджане очень дорогие, с этим нужно что-то делать, сказала на сегодняшнем заседании Мили Меджлиса депутат Ганира Пашаева. Так, вот как раз на фотографии эта женщина. Нужно рассмотреть механизмы снижения цен на лекарственные препараты, сказала она. Она также добавила, что в стране очень дорогие детское питание, подгузники, и молодые семьи постоянно это жалуются. В то же время она поддержала критику Захида Аруджа в связи с ценами на билет. В общем, все дорожает. И медицинские эти
лекарства, и все, и авиабилеты, и как людям выжить, никто не понимает. В Армении вообще, думаю, там полная труба уже, у них кризис полнейший. Я думал, в Азербайджане как бы легче, вроде страна богатая, газ, нефть продают, ничего подобного, тоже все дорожает, вот. А лекарства, если люди пожилые, как им покупать, если пенсии маленькие, да. И вот сейчас комментарии вам почитаю. Ну не понимает Ганира Ханум, что цены на лекарства поднимаются прежде всего для блага народа. Ну правильно, на благо народа, чтобы быстрее все передохли. Не то, что на лекарства. Да зачем лечить? Я говорю, ребята, идет сокращение населения во всем мире, вы поймите. Или сокращает поголовье людей. Несмотря в Азербайджане, в Армении, в Европе, все хотят сократить, как сказать, сейчас 8 миллиардов, до 1 миллиарда, я говорю, это не шутки. Война в Украине, думаете, зачем начато? Сокращение населения России и Украины. И в Азербайджане сейчас пытаются, видите, поднятием цен на продукты, на лекарства, чтобы люди умирали, чтобы были голодные, чтобы была нищета, беднота. В общем, все вгоняют такую ситуацию, все хотят сделать нищими. Чем выше цена на лекарства, тем меньше их приобретает, да, и тем больше умирают. Соответственно, тем, кто больше вымирает, эти лекарства недоступны, да. Если у человека нет денег, он не купит эти нужные лекарства, он умрет. К этому все идет. Таким образом, в соответствии с законом рынка, спрос на них упадет. Спрос упадет, но цены не снизят, а еще подымут, да, чтобы вообще никто ничего не купил. Цикл повторится еще раз, еще раз. Так до полного окончательного выздоровления. Да, выздоровление с юмором, да, азербайджанцев, у которых нет денег, которые вымирать начнут. Плохо, что госпожа депутат не видит, что не корысти ради, а только исключительно из-за горячей любви к своим гражданам поднимаются цены на микстуры и порошки, еще поднимаются цены, в общем, на все поднимается. А Васька слушает да ест. Все молчат, словно в рот воды набравшись, кроме 3-4 депутатов Азербайджана. А чем занимается антимонопольный комитет в Азербайджане, есть такой, оказывается, и другие ответственные за такое положение госорганы. Опять ждут президентских сбучек. Да, где эти министры, антимонопольные комитеты, где министр экономики, почему все дорожает? Нефть, газ продают на миллиарды долларов, не могут компенсировать хотя бы лекарства людям дорогие. Ну а билеты бог с ним, там мало кто летает из людей пожилого возраста. А вот лекарства срочные, есть сахарный диабет или что, другие заболевания, это нужно, необходимо людям. У меня там родственница болеет, так все, без лекарств она умрет. Так и в Азербайджане такая же ситуация. Ну вот Ганира Пашаева пытается бороться, как бы добиться что-то бы от властей. Ну не знаю. Говорю, во всех странах, говорю, ребята, послушайте, сокращение называется, мне понравился комментарий на ютубе, двухногих. Двухногие это люди. Говорю, везде сокращают, вне зависимости, Армения, Азербайджан, Россия, Украина. Говорю, в Украине там идет сокращение поголовья, извиняюсь, российских войск. Путин туда 300 тысяч бросил мобиков на убой. Говорю, в Европе нас душат ценами, тоже все поднимается нереально. Говорю, хотят сократить население во всем земном шаре, чтобы чем меньше народа, тем больше кислорода, ребята. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.